Вот такой блог двухстраничный получится у нас с главной страницей и сообщением. Вот сообщение с фотографиями и видео прикрепленным. Вот такая красота у нас получится. Вы можете изменить еще лучше, поработая над этим. Вот так будет на выходе у вас выглядеть после просмотра видео. Приятного просмотра. Здравствуйте, друзья! Сразу хочу начать с главного вступления, которое слушайте внимательно. Я оставлю все ссылки под видео на рекомендованные блоги и видео по теме блога, как правильно создавать, где все четко поясняется, помимо меня. Потому что блог создать быстро, а правильно создать надо приложить максимум усилия, чтобы не было нарушений и вы могли зарабатывать на рекламе Google AdSense. Возьмите во внимание, что это видео создано созданию блогов уже с новыми правилами поискового алгоритма Google. В старых версиях все по-другому, но они тоже подходят, но у них очень многое может отличаться. Первое, что я вам хочу показать, эти все программы в широком доступе интернета, но они вам необходимы. Первое, это голосовой блокнот. Вторая, райт текста, как на английском, так и на русском языке, или на каком вы будете создавать. Третья, орфография текста, проверка орфографии текста. Четвертое, поиск бесплатных фотографий и видео. Оно вам надо будет все при написании, создании блога. И третье, научиться, как вставлять видео в блог. Все это вам сейчас вкратце быстренько покажу. Это начало, для чего вам все надо начать. Так что подбирайте все программы для себя, их куча. Так, первое, это голосовой блокнот. Для чего нужен голосовой блокнот? Чтобы не учиться и писать клавиатурой, включаете звук и поехали. Здравствуйте, дорогие друзья. Что такое блокнот онлайн? Вот он создает текст. Все, что я говорю, он пишет за мной. Потом только делаем все остальное этими программами. Вставляем, чуть-чуть редактирует, подбирает рерайт текста. Либо же находите какой-то другой текст и вставляете. Обязательно почитайте возможности всех этих программ. И только после этого, когда создадите, вы оригинал у вас будете, вставите сюда текст и проверите его на орфографию. Ну, к примеру, берем этот текст и вставляем сюда. И он нам изменяет. Либо же сюда. И вы нажимаете, когда нажмете ОК, он вам изменит. Так. Ну, фото, я думаю, не надо объяснять. И видео. Здесь, когда нажимаете поделиться, выбираете либо же встроить код. Вот он код. Есть разрешенные, есть неразрешенные. Это для чего надо, чтобы вам, допустим, нема пока видео выставляете, либо же также поделиться и копируете ссылку, вставляете. Также есть они как разрешенные, так и неразрешенные. Так, вы уже созрели и начинаем потихоньку создавать блог. Вы уже зарегистрировались. Заходим в блогер. У меня уже созданный блог. Мне лишь только надо будет войти в новый блог. Создаем новый блог.
Выбираем название. Название тоже тема должна быть ваша, которую вы любите. Пишем название. Далее. Все это потом можно изменить. Вот это важный момент. Вы должны подобрать адрес. Я создал произвольное слово пустое. Но вам желательно создавать. Это я Бог только для показа делаю. У меня уже созданные есть. Желательно вот так в поисковике выбирать фразы, какие вы хотите, и чтобы они более-менее искались в Гугле. И делать короткие фразы. Проверять в поисковике. Это займет очень много времени подбирать. Но подбирайте именно в поисковике, чтобы эти слова были запрашиваемые. Это понятно, чтобы ваш Бог легче находился. Многие говорят, что это все равно. Нет, это не все равно, я проверял. Так, и нажимаете «Сохранить». Все. Вы создали Бог. В нем нет ни записи, ничего. Так, все, теперь заходите в настройки. Вот слева настройки. И начинаем с главного. Название изменяете. Придумываете, сколько символов есть, столько вы и делаете. Почему? Потому что по названию Бог ищется в поисковике. Вообще стоило бы рассказать алгоритм Google. Он по всему ищет. По названию, по описанию. Язык Бога установлен русский. Вы можете поменять. И описание. Описание тут до 500. Выбираете описание. Создаете, о чем ваш Бог. Теперь в этом вам будут помогать вот эти программы для рерайта текста. Где-то что-то чуть-чуть возьмете, где-то свое создадите и создадите главное описание Бога. Это тоже очень важно. Название и описание это являются ключевыми запросами в поиске Google. Это первое, на чем находится ваш блог или сайт. Без разницы. Более подробно настройки я сделаю другое видео, потому что к ним тоже очень важно надо относиться. Но для начала нескольких публикаций вам достаточно будет этого. Также вы можете свое всегда изменить адрес, либо же потом ставить купить URL. Персональный домен, вот он. Это со временем, как раскрутитесь. Но пока не начнут капать деньги, можете на простом названии Бога работать. Я вам покажу примеры. Разрешение также дать. Ну, это все долго. Это вот доступ чтения, сообщения, количество слов. Это все в настройках вы уже по второму видео начнете создавать. И заходите, выбираете темы. Тема, которая вам понадобится. Здесь их много. Это уже, ребят, каждому на свой вкус. Их тут куча. И выбирайте себе тему. Выбирайте себе полегче, чтобы вам удобно было работать. Ну, я, допустим, оставлю travel и применяю. Окей. Все, теперь заходим, что такое сообщение. Начинаем инспекцию. Так, подобрали вы уже себе фотографии.
текст. Начинаем делать первую страницу, да? Первую страницу, конечно, уже надо думать, как и что делать. Ну, давайте для начала разберем, что вам надо. Основы поисковика. Заголовок. Основной заголовок. Это второй идет как подзаголовок. И подзаголовок. И второстепенный подзаголовок. Вот создаем сообщение. Нет, давайте сначала страницу создадим. Создаем страницу. Создать страницу. Вот она есть у нас. И здесь мы должны в название желательно на английском языке придумать. Сейчас я покажу пример. Вы также ищете ключевое слово для названия. К примеру, видеомаркетинг. Нет. Что такое видеомаркетинг? Я буду для этого метода использовать английский язык для верхнего. Оно почему-то лучше в поисковике ищется. Проверяем. Пойдет. Вы более подробнее подыскивайте себе слово. Есть. Она сохранила нам. Еще хороший метод именно для страницы. Зайти в транскрипт генератор и вставить так. Для чего? Потому что именно страница вот так, именно вот так лучше индексируется. И именно когда создаете страницу, давайте еще раз создадим страницу, создать страницу. Именно сразу вы ее сюда хлоп, на первых порах, именно быстро, и вставили. Все, она сохранилась, и так она будет в поиске. И желательно длинное здесь название не делать. После, конечно, того, как вы сделали, вы здесь можете дописывать дальше. Но первое должны у вас максимум 5 слов, не больше. Вот я вам показал два создания вида страниц. И этот хороший искать в поисковике, и второй в поисковике найти, и сделать этой программу, перевести в транслит. Это начало. В сообщениях это не обязательно. Объясню почему. Теперь создаем сразу же страницу. Все будет одного названия, потому что это урок. Вы создаете уже именно все, что вам надо. Сообщение, вернее, создаем. Создаем сообщение. Нажали сообщение и написать сообщение. В сообщении более расширенные функции. Вставляем здесь название, которое у нас уже есть. Вот оно сразу обновляется. Но тут есть еще, можно вставлять ярлыки потом. Здесь появляется у нас уже постоянная ссылка. На странице этого нету. Здесь у нас сразу появилась ссылка. Мы ее можем изменять, удалять сообщения. И по этим словам идет уже поиск в поисковике. Это только оно начало. Теперь заходим в настройки. Сразу же, пока не забыли. И включаем вот настройки.
Ищем метатеги. Нам надо включить метатеги. Это сразу. Многие этого забывают делать. Либо же не знают. Вот. Метатеги. Включить метатеги описания для поисковых систем. Включаем. Так, заходим теперь обратно в сообщение. И теперь смотрим, что же это такое. Вот у нас их не было. Теперь постоянная ссылка есть. Параметры. И теперь я обновил. Появилось описание для поисковых систем. Что такое описание для поисковых? Это теги. Ребят, сейчас покажу, как ищутся теги. Находим в Гугле поиск тегов. Я первый попавшийся вставляем. И поиск тегов. Там всего лишь влазит 150 символов. И вот с запятой и убираем. Можно с запятой и можно убирать с запятой. Ну, предвидеть как лучше никто не знает. Подбираете теги, либо же вручную. И заметьте, вот это обязательно включать надо. И вставляете сюда. Вот. Вот это мы добавляем теги, по которым мы делаем индексацию, по которым будет искать. Помимо всего, что мы дальше сделаем. К этому всему относитесь очень серьезно. Это важные аспекты. Это вначале будет тяжеловато, а потом все легко пойдет, ребят. Когда вы все полностью настроите, все очень быстро и легко. И забиваете тегов до полного. Ну, теги подбираете. Я сейчас так показываю быстро. Вы выбираете именно то, что по вашей теме, чтобы поиск был, ваш блог находило. Вот я теги на русском языке. Вот 47 мне влезло, больше пока не лазит. Все, есть. Оно сразу же сохраняет у вас. Вот. Теперь вернемся обратно и посмотрим на страницы. Сообщения и страницы — это разные вещи. Бывает, включается сейчас новая версия. Бывает, нет. Сейчас посмотрим на страницы, включились или нет. Так, вот видите, и появилось на странице. И также мы вбиваем на странице. Раньше не было на странице всего этого. Поиск тегов не было. Все, также делаем мы на странице. Есть, отлично. Оно уже сохранило. Все. Все, с тегами мы разобрались. Это главные ключевые моменты. Не спешите первые разы. И также обратно мы заходим в настройки и в метатеги описание для поисковых систем тоже можем создать и сохранить. Брык и сохранили. Я уверяю вас, если вы все это четко изначально будете делать, у вас все четко получится. Быстро только прыщик, да и то прыщик не выскочит. Поехали дальше. Все остальные настройки вы сами себе подберете, часовой пояс и тому подобное, где вы хотите, чтобы у вас индексация лучше происходила. Потом уже дальше, когда вы все создадите, уже будете добавлять там роботизированные теги, но это будет дальше. Сейчас у нас только изначальное создание, правильное создание блога. Все остальное вы подкорректируете все с моими помощями и с помощью видео и ссылок, которые я вам оставлю, других проверенных людей, из которых я тоже учился. Метатеги и теги — это важное описание, название. Это все очень важно. К этому
Пока вы ничего не создадите, не создавайте даже из страниц. Здесь мы описание. Все, вот это первая настройка. Пройдите, создали, а потом уже переходите к созданию страниц. Все, мы отредактировали первое. Подготовили, чтобы у нас появлялись теги, метатеги. Теперь мы будем переходить к сообщениям. Создаем текст. Так, в настройках здесь первое, когда вы будете вставлять, это вот есть форматирование. Вот я уже приготовил текст, и вы, я думаю, уже приготовили перед созданием. Копируйте его и вставляем. Вставляем текст и сразу же форматируем. Для чего происходит форматирование? Это важная часть, процедура вернее. Потому что может быть и другое расширение попасться, то есть расширит вас Бог. Особенно будьте внимательны, когда у вас уже готова есть статья, и вы что-то добавляете. Если не вы это форматируете, оно может вам испортить, расширить Бог или перекинуть. Что угодно может произойти. Так что нажали «Отформатировать». Все. Теперь же мы выбираем заголовок основной. Вот у нас. Что у нас есть? Основной заголовок, заголовок, подзаголовок и второстепенный заголовок. Это все 4 части важные. Второстепенный это практически то же, что подзаголовок. Блог ищется все по этим основным признакам. Вот я все выделил. Первый основной заголовок вы должны создавать. Потом заголовок и один раз. И подзаголовки вы уже в каждом этапе. Сейчас я вам покажу, что это значит. И по этому всему самое главное ищется. Проверив свой текст программой, которую я вам показывал, проверка орфографии текста, вставили и теперь начинаем выделять здесь. Вот это у нас будет основной заголовок. Так как у меня здесь, во-первых, на английском языке, я ставлю основной заголовок. Выбираем здесь, какой вы хотите шрифт. Я Ариалом пользуюсь. Есть. Вот поэтому уже будет идти. Это ключевые слова. Это будет ключевое слово на английском, и это будет слово. Желательно все делать не меньше 500 символов, слов. Теперь начинаем разделять. Опускаем ниже, выделяем. Это у нас будет подзаголовок. Здесь уже будете рассчитывать по своим статьям, сколько создавать подзаголовков, но это очень важная часть. Каждый абзац разбивайте на второстепенные заголовки и подзаголовки. Вот мы разбиваем, допустим, я пример покажу. Вот, не использовать все просто, любят смотреть видео. Не использовать их интерес к этому серьезная ошибка. Я сделаю тоже подзаголовок, к примеру вам показываю. Это все будет поисковик искать по этим. Первое, почему будет происходить индекс. Это теги.
Второе. Будет искать по всем этим ключевым словам. Вот у нас описание для поисковых систем. Теги, которые мы с вами создавали. И все здесь. Вот это мы первое начало, первый шаг сделали. Теперь разбить правильно текст. Потому что вот это называется кирпич. Их большинство никто не читает. Когда в купу не выделено. Нам теперь это все надо разделить. Находим важные участки и начинаем разделять. Также я добавил текст, и тут тоже мы выделяем и подзаголовок. Этот я еще сделаю второстепенный, добавлю. Со временем просмотрю, может лишнее уберу, потому что лишнего нежелательно. И этим последнее делаем абзац. Этот у нас обычный текст. Все, текст мы создали, разбили на заголовки, подзаголовки, то, что у нас, и второстепенный подзаголовок, абзац и обычный. Вот это мы все, это самое важное, то, что мы создали в первом уроке. Потому что если сейчас буду еще настройки, это очень долго будет. Теперь, создав текст, это еще не все. Также создается и страница. Точно так же я вам показывал, только чуть-чуть разные изменения. Это мы дальше просмотрим. Теперь же нам надо обязательно фотография. Фотографию мы находим здесь. Да? Нажимаем скачать. Нет, не... И указываем куда. Скачал фотографию. Теперь вот здесь заходим мы. Здесь клацаем мышкой. В том месте, где мы хотим фотографии, но тут заголовки ни в коем случае. Либо же здесь, пустом, либо здесь. Да, ну давайте вот здесь мы чуть-чуть расширим. Почему нам? Желательно пару фотографий. Ну, в зависимости от текста вставляйте, сколько вам нужно фотографий. Вот, допустим, сюда я хочу вставить фотографию. И выбираем, откуда вы хотите загрузить. Потом, когда у вас будут фотографии, вы также можете будете с блогера искать, либо же по URL ссылке. Это вы все потом разберетесь. Я сейчас загружаю с компьютера. Открывается, выбрать файл. И вот у меня уже подготовленных куча фотографий, помимо той, что я сейчас скачал. И, допустим, вот я вставляю абсолютно бесплатные фотографии. Либо же клацайте на фотографии 2 раза, либо же нажали 1 раз и открыть. Вот она загрузилась. Также здесь выделяйте ее синеньким и выбрать. Есть. Теперь с фотографией. Регулируйте обязательно размер, какой вам надо. Маленький, средний, большой. Я оставлю исходный. И, ребята, теперь важное по фотографиям. По фотографиям тоже идет поисковой запрос. Это я вам точно говорю из последних источников. Что мы делаем? Мы берем вот этот текст, который мы создали весь. И вставляем, копируем, выделяем, нажимаем здесь, нажимаем сюда
И вставляем альтернативный текст. Окей. Обновить. И вставляем весь текст. Обязательно. Если у вас фотография, то можете разбить его. И также обязательно вставляете заголовок. Копируете заголовок. Опять заходите. И обновить. Размер также можете сразу выбрать. Есть. Я вас уверяю, по всему этому, что мы сделали, вот сейчас мы это сделали все правильно. У нас есть теги, названия, подзаголовки, заголовки, также фотографию. Фотографию вы поняли. Я сейчас не буду показывать еще одну фотографию. Желательно парочку вставлять, потому что текста может у вас больше быть. Я сейчас покажу, как вставлять видео. Ну, давайте вариантом первым. Вот, копируем адрес, нажимаем копировать. И вставляем сюда. Опускаем Enter, нажимаем и опускаем этот текст чуть ниже. Потом подкорректируем. И вставляем здесь. Заходим сюда. Вставить видео. Загрузить с компьютера, либо же с YouTube. Мы сейчас в данном моменте с YouTube. Но запомните, что также можете записать и ставить с компьютера короткие видео. Поиск. И вот выбранное видео. Нажимаете, выделяете его, выбрать, вставить. Есть. Обновляем. Нет, пока нет. Пока не опубликовываем. Но у нас уже все готово. Также быстро мы сейчас попробуем успеть. И страницы сделаем одну, чтобы посмотреть все, как выглядит. Копируем, вставляем, также текст создаем. И начинаем корректировать. Все так же мы создаем теги, описание и также самое заголовки, подзаголовки, второстепенные заголовки. Все для поисковых систем. Также вставляем фото. Быстренько, чтобы сохранить. У нас в блогере уже есть. Можем с блогера ставить фото. Но я рекомендую вам. И все точно так же делаете. Я это показываю, что практически все одинаково. Что страница, что это. Но разница вы должны понять сами, когда сравните в чем. Так же само копируйте фотографию. Все идентично создаете. Теперь только останется опубликовать. Нажимаем опубликовать. Готово. Ах, нет. Еще же мы не вставили партнерскую ссылку. Ну и теперь вставляем ссылку. Вот выделяем здесь курсивом, где нам надо вставить, или здесь мышкой левой стороной. И нажимаем вот вставить ссылку. Вставляем ссылку. Можем ее спрятать, как хотим. И тут нажимаем открыть в новой вкладке. Применить. Есть. Об вот этих всех настройках и остальных настройках блога, что дальше, я покажу в следующем видео. Сейчас я только первые важные азы, почем идет оптимизация сайтов, страниц и сообщений. Это из чего начало азы. Создаем название и описание быстренько и будем опубликовывать.
К этому все очень, в первую очередь, серьезно относиться. В название мы набиваем ключевые слова. Подбираем этим, либо же в поисковике, либо же другими способами есть очень хорошие способы, ключевыми словами. Я сейчас наглядно покажу, чуть-чуть коротко. Вы выберите любой инструмент, которым набьете все это. Сохраняем. Это мы теперь все подготовили. Теперь мы можем опубликовать и просто посмотреть, что же у нас есть. Но это еще ничего готово. Нам более качественно все надо сделать. Теперь мы заходим или здесь, либо же здесь. Сразу нажимаем опубликовать. Либо же здесь опубликовать. Также мы заходим в страницу. Ага, мы забыли туда фотографию вставить. Сейчас ставим. А нет, стоит у нас уже страница. И включаем тоже опубликовать. Есть у нас теги. Все. Окей. Теперь заходим сюда вот. Посмотреть блог. И вот наш уже опубликованный блог. А вот эта страница. Вот мы переходим и смотрим. Также в этой версии, которая теме, которую я выбрал, можете здесь настраивать сразу же. Выбирать настройки. Но это будет уже следующее видео, потому что оно займет тоже как минимум час, чтобы это все знать, а потом все быстро. Вот это главная страница. И здесь вот мы выбираем, добавляем, чтобы оно было на главной странице. Либо это уже дизайн, как правильно вы хотите, как вам красиво. И нажимаете «Сохранить». Вот, блог обновляется. И все. Вот так теперь выглядит ваш. Нажимаете здесь «Главная страница». Все, с правой стороны. Ее можно изменить, поставить сюда вверх. Теперь входим обратно в дизайн. Это сразу мы делаем. Добавляем гаджет. И нам нужен гаджет вот такой. Показывает список отдельных страниц блога. Включаем его. Закрываем. Сохраняем. И обновляем теперь блог. Просмотреть блог. Теперь у нас появилась главная страница вверху. Вот у нас создана одна страница. Но также мы можем сразу и добавить сообщение. Пока у нас мало, мы берем открываем в новой вкладке блог. Здесь нажимаем сразу. Страница у нас есть. Мы только добавляем под страницу нашу. Вот эту. А проще лучше зайти сюда. Заходим в сообщение. И нажимаем наше сообщение. Отсюда. Вот наше сообщение. И постоянная ссылка. И вот она. Либо же отсюда берем, либо же так сделали мы вот. Одно и то же нажали. И копируем отсюда.
И вставляем, добавляем сюда. Добавляем внешнюю ссылку. Оно у нас даже здесь показывает уже сразу. Добавляем ссылку. И тут пишем название. Которое вам надо. И тут жмем сохранить. И вот так вот мы потом изменяем, заходим, изменяем название, как нам хотим. Вот наших два, то, что мы создали. Так, теперь концовка, маленькая фишка. Мы создавали сообщение, у нас было вот так вот. Вот так было. У нас уже произошел индекс. Вот он. Вот. И мы теперь здесь название можно можно убрать и сделать на русском языке. Уже индексация у нас будет нормальная происходить. Мы берем, убираем, ставить. Ну, это кто как захочет. Потому что другие будут способы вставления. Здесь по HTML ссылки можно придумать. Тут разные варианты уже по настройкам. Обновляем. И теперь вот здесь мы меняем название страницы. Копируем. Вставляем здесь. Добавить внешнюю ссылку. Это такой маленький секрет. Мало кто о нем знает. Но он тоже важен. Все по мелочам важное. И делаем название своего сообщения. Когда у вас будет много сообщений, чтобы вы не путались. Вот так все потихонечку и создавать. И вставляете сюда. Вот. Сохранить здесь. А вот это старое удаляете. И сохраняете. Все. Вот теперь он обновляется. И теперь у нас первая эта страница, которую мы создали сегодня. Она так и останется. Почему? Потому что индексация будет поэтому происходить. Здесь у нас нема возможности ее изменить. Страница. Здесь у нас такой возможности нету. Тут только параметры и описание теги. И почему мы делаем, что именно эта индексация нас приведет куда нам надо. И пойдут уже вот эти заголовки и описания. То в сообщении у нас более большой выбор, вот который мы только что сделали. И остается это описание для поисковых систем. Мы сделали хорошенькое. И постоянная ссылка у нас на английском языке. Вот она. Этого мало кто знает. И все. Вот у нас страница. И сообщение. Сообщение и страница. Все, на этом буду заканчивать видео. Принимаю любую критику в виде лайков. Только если дизлайка пишите, что я неправильно показал. Этим вы поможете и зрителям, и мне. Я буду исправлять ошибки в будущем видео. Оставляя лайки и комментарии, не забывайте. Этим вы помогаете себе и другим. YouTube будет подбирать вам нужные видео для просмотра. Именно то, что вас интересует. Почему? Потому что вы будете оставлять комментарии и лайки. Он будет знать то, что вам надо. Так работает алгоритм поисковой системы. Подбора видео, подборов сайтов, подборов любой рекламы, нужной вам. Все. Следующие видео будут
настройка дизайн и оптимизация более подробная. И все остальное главное по теме. Подписывайтесь на канал, жмите обязательно на колокольчик, чтобы получать именно видео по теме. Всем до свидания, пока-пока.